Пожизненный срок для начальников тюрем Жодина и Окрестина. Это удел, который ждет приспешников режима. Ответственность неминуема, несмотря на всю сложность применения. В мировой практике есть множество примеров привлечения к уголовной ответственности за пытки, геноцид, военные преступления и преступления против человечности посредством механизма универсальной юрисдикции. Когда простой обыватель или даже профессиональный правозащитник задумывается над примером успешных кейсов такого рода, на ум сразу приходит 2-3 случая. Однако только в открытых источниках можно найти информацию о более 100 подобных кейсах. Как остановить системную безнаказанность за беззаконие и беспредел? В то время, когда люди, удерживающие власть при помощи оружия, подвергают пыткам и убивают других людей. Ответом может служить принцип универсальной юрисдикции. Любое государство, которое имплементировало этот механизм в свое национальное законодательство, может преследовать гражданина другой страны за тяжкие международные преступления, даже если они были совершены вне территории данного государства и с этими преступлениями не связаны граждане данного государства. Этот принцип закреплен в Женевских конвенциях, к которым присоединились практически все страны мира. По данным международных правозащитных организаций, в течение последнего десятилетия количество дел и приговоров в рамках универсальной юрисдикции в разных странах мира постоянно растет. В абсолютном своем большинстве эти приговоры были вынесены за преступления, совершенные на фоне ужасающих своими масштабами нарушений прав человека, которые происходили или происходят во время войн, вооруженных конфликтов и при диктаторских режимах. В последние годы в рамках универсальной юрисдикции расследования и судебные разбирательства проходили в 18 странах мира. Больше всего подобных кейсов рассматривалось во Франции, Германии, США, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах, Великобритании, Испании и других государствах. Не стоит думать, что такого рода процессы всегда затягиваются надолго. Один из ярких примеров – пожизненное заключение для начальника лагеря беженцев в Сомали. В 2015-16 годах сомалийский обвиняемый по этому делу Матамут Осман, действуя в составе крупной транснациональной преступной группы, занимался организацией незаконного въезда сотен мигрантов в Италию. На протяжении двухлетней продолжительной преступной деятельности обвиняемый руководил 2 незаконными лагерями содержания под стражей в Ливии. В этих лагерях сотни сомалийских граждан, женщин, мужчин, а также несовершеннолетних были заключены в тюрьмы и содержались в нечеловеческих условиях. Ежедневно обвиняемый и его сообщники регулярно заходили внутрь лагерей и отводили сомалийских мужчин в комнату пыток. Там их пытали электрическим током, били палками и железными прутьями или применяли другие изощренные виды пыток. Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, совершаемое в отношении женщин, носило в основном сексуальный характер. Ничего не напоминает? Жестокие пытки в тюрьмах на Окрестина, в Жодино, районных РУВД – это все происходило и происходит в нашей родной Беларуси. Не где-то там далеко за океаном, а прямо в центре цивилизованной Европы. Но вернемся к кейсу Матамуда Османа. Днем 26 сентября 2016 года он был замечен и задержан полицией Италии. У преступника конфисковали мобильные телефоны, которые содержали важные улики. В течение нескольких месяцев в общей сложности были собраны показания 17 мигрантов, а уголовный процесс начался уже в марте 2017 года. В октябре того же года преступник был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению судом Милана. Только вдумайтесь, показания 17 мигрантов стали достаточными доказательствами, чтобы справедливо отправить за решетку преступника на всю жизнь. Сколько у нас доказательств, свидетельствующих о пытках в отношении тысяч пострадавших участников мирных акций протеста в Беларуси? Сотни томов, десятки тысяч страниц. Если кто-то из тех, кто заморал руки в крови мирных белорусов, до сих пор считает, что останется безнаказанным, то очень сильно заблуждается. За все придется ответить по закону. Вопрос времени. И наша команда продолжает свою работу. Как в правовом, так и в медийном поле. Чтобы это произошло как можно скорее. В определенный момент уже не получится чувствовать себя в безопасности за стенами своих кабинетов. А бежать будет некуда. Пожизненный срок для начальника РУВД, тюрем на Окрестина и в Жодино – это та реальность, которая ждет преступников.
На сегодняшний день мы напрямую сотрудничаем с Управлением по расследованию тяжкой и организованной преступности Бюро криминальной полиции Литвы. Высокопрофессиональные юристы команды НАУ проводят первичную консультацию и опрос потерпевших, а затем передают пакет документов следователям. Более того, литовская сторона демонстрирует свою полную вовлеченность в проблему и солидарность с белорусами, рассматривая заявления потерпевших, которые в данный момент проживают в любой другой стране мира и готовы воспользоваться механизмом универсальной юрисдикции в Литве. Многие преступники уже сейчас живут в атмосфере страха. Мы должны продолжить бороться за то, чтобы карателей режима Лукашенко неотвратимо постигло наказание.